Всем привет! Сегодня будет мясо. Да, мы сегодня поговорим, как обычно, про прибыль, про то, как увеличивать прибыль в компании. И зайдем мы с довольно классической темы, с конверсии того конвертера, который у вас есть. Например, это сайт, не обязательно сайт. Это может быть телеграм-канал, это может быть что угодно. Авито, любой конвертер. Кто не хочет больше и подробнее понять, что мы называем конвертером, можете перейти в видео про воронку получения прибыли. Что это такое, что мы называем воронкой получения прибыли, ну и так далее. Соответственно, мы еще поговорим про конверсии отдела продаж. Но что важно в этом видео и чем оно будет отличаться, наверное, от всех, я вообще, честно говоря, не видел на ютубе никого, кто бы рассказывал про эту тематику. Будет отличаться тем, что все фокусируются на конверсиях именно так. Есть сайт, например, для простоты буду на него опираться. У него есть конверсия, например, 5%. И как ее увеличить, и что нужно для этого делать, да, и какие-то фишки, какие-то рекомендации и так далее. И также для отделов продаж. Например, есть там средняя конверсия отдела продаж 10%, что сделать, что сказать клиенту, как проводить встречу, ну и так далее и тому подобное, чтобы эти 10% стало 11%. В принципе-то да, мы тоже будем говорить сегодня про это, но зайдем мы вообще с другой стороны, не через вот эти 5%, через 10%, а с той стороны, что 5% оставляют заявку. Куда деваются 95%? 10% клиентами становятся. Куда делись 90% лидов, которые оставили заявку? Что произошло? Почему из 200 человек при таких конверсиях один стал клиентом? То есть мы заплатили в рекламе за 200 человек, и клиентом стал один. То есть по факту прибыль с этого одного клиента должна окупить все расходы, которые мы потратили на 200 человек. Как-то это обидно и неправильно. Вот. И будем мы говорить про поведенческие сценарии клиентов. Какие они есть и как на них повлиять. Как их разработать, как на них повлиять и как увеличить те же самые конверсии, но посмотрев вообще под другим углом на всю эту картину. Итак, поехали. Я создал, как обычно, майнд-карту, на которую будем опираться. И еще я добавлю дополнительной информации для того, чтобы понимать, а что это вообще такое за поведенческие сценарии клиента. То есть к вам вот эти 200 человек, которые пришли на сайт, они пришли с определенной степенью осведомленности о своей проблеме, о продукте, о решениях, которые есть в рынке, о том, как эти решения оказываются, насколько качественные и так далее, да, и, со своей какой-то готовностью принимать решения, совершать какие-то уже конкретные действия, со своим, в принципе, пониманием, как это должно быть и так далее. И, по сути, ваш сайт, конвертер, он по факту захватывает только какую-то часть этих людей, у которых путь клиента, их путь совпадает с тем, что вы им предложили. И именно в этом и есть проблема, да, что есть часть людей, которые пришли покупать кроссовки, покупать, там, я не знаю, заказывать услуги по бурению скважин на воду или еще что-то, или услуги маркетинга, или еще чего угодно. И они пришли изучать этот рынок, они еще не готовы оставлять заявку. А у вас сайт такой: давай заявку, давай сюда заявку. Вот в первую очередь там звони ко мне. Да он не готов, он изучает рынок, вот хочет понять вообще, что это такое, с чем это едят и так далее. Но вы за него тоже платите. Ну и тогда под него нужно выстроить свой путь, да, и начать им управлять. Вот о чем речь. Технические решения позволяют построить вот такие масштабные, огромные сооружения, типа этой дамбы. Управленческие решения позволяют создать возможность для того, чтобы такие проекты были реализованы. И для бизнеса управленческие решения определяют скорость роста и масштаб непосредственно бизнеса. Поэтому мы с командой взяли и упаковали реальный кейс из реального бизнеса, перед которым стояла задача создать новую маркетинговую связку для привлечения новых клиентов. Это реальная история, которая длилась какое-то время, и предприниматель был вынужден принимать непростые решения. Проверьте себя, насколько верные решения вы можете принимать. Переходите в этого бота, отвечайте на вопросы, и вы узнаете свой результат. Ссылка будет в описании. И поехали. Вот карта, да, я ее создавал не специально под это видео, а я ее создавал конкретно для нас, то есть как это у нас работает внутри компании. Она не законченная, да, но для того, чтобы вам продемонстрировать, что это такое, и как она создается, и как внедряется, как влияет на результаты, этого будет вполне себе достаточно, более чем. Итак, например, здесь перечислены не все источники получения наших клиентов, но, например, есть канал профи, есть сайт, есть YouTube-канал, есть Telegram-канал. Поехали в первый. Telegram-канал. Когда человек приходит в Telegram-канал, к нам он приходит через рекламу, через бот, через тест предпринимателей, и в итоге доходит до канала, и вот человек попал в канал. В любой канал вы, когда заходите, вы видите последнее сообщение. Соответственно, вот, допустим, не подписчик, зашел в канал.
Он увидел последний пост, его прочитал, и дальше, если вы этим не управляете, он может делать все, что угодно. Вот, станет он вашим клиентом или нет, да бог его знает. Зависит от того, с каким уровнем того, что я сказал, осведомленности, желанием решать какие-то проблемы и так далее и тому подобное, он к вам зашел. Вот он как-то зашел, вы не знаете, вот, возможно, стал клиентом, возможно, нет. Соответственно, если мы говорим о том, что мы хотим им управлять, то есть мы знаем, что человек заходит одним путем, то есть в канал мы попадаем одним путем. Мы открыли канал и всегда видим какой-то закреп. Я говорю, бывает еще, что мы можем как-то привлекать клиентов на конкретный сразу пост, ну, сейчас это оставим за кадром. Для понимания и этого будет достаточно. Дальше. В тексте он увидел отсылку в другой пост. То есть мы можем теперь посты, желая управлять его путем, посты создавать так, чтобы там внутри еще давать какие-то отсылки на другие посты, чтобы он, читая посты, допустим, прогревался и становился в первую очередь подписчиком, а потом становился еще и клиентом. И давайте ссылку, допустим, на закреп. А закреп – это вообще самое главное там практически в Телеграм-канале, на уровне с тем, какой контент вы там пишете, насколько он будет полезный, вовлекающий, продающий и так далее и тому подобное. Итого, закреп. Давайте я покажу на базе моего канала. Влюбленный в бизнес. Да? Значит, вот я, допустим, как новый посетитель попал в канал, и вот я здесь что-то прочитал, и там, может быть, посмотрел видео, может быть, нет, и вот тут для новых читателей ценнейший закреп. Кликаю, перехожу в закреп, и вот так вот сформулирован закреп. Вот что-то тоже здесь написано, здесь есть отсылки на другие статьи, здесь есть услуги, здесь есть контакт для связи, и есть еще возможность прочитать самые интересные статьи на канале, с которыми больше всего проголосовали, лайками, там, комментариями и так далее. Соответственно, в принципе, достаточно классическая история, но мы же хотим этим управлять. Давайте разбирать закреп. В закрепе что было прописано? То есть, во-первых, можно человек, в принципе, прочитав последний пост, прочитав закреп, может уже вдохновиться и написать в личку, и как бы уже стать лидом. Дальше. Если он этого не сделал, какие есть еще пути? Вот так как нам перечислены услуги, на каждую услугу можно простроить свой путь, который будет проходить человек. Допустим, он пойдет читать про комплексный маркетинг. Это ему, допустим, интересно. Тогда он прочитает пост, который будет в канале, да, и дальше он напишет в личку. Вот его будет путь. Либо же ему этого будет недостаточно, он хочет понять, а что еще, конкретно внутрянку, что вы там делаете, какую стратегию, как вы связываете с бизнесом и так далее. Так давайте дадим ему бот, который обо всем об этом расскажет. То есть он пойдет туда, там догреется и там оставит заявку. То есть вот такой путь. Там можно его и дальше этот хвост еще прописывать, углубляться. Есть другие услуги. Пойдет читать про индивидуальную стратегию. Отдельный пост, он в него вовлекается и пишет в личку, становится лидом. Да? Либо же он идет и, опять же, уточняет, а что же там будет. Он хочет сначала просто почитать. Не знаю, он ночью вообще это читает, и он не хочет ни с кем общаться. Поэтому с ботом он нормально покоммуницирует и, допустим, там оставит заявку. Вот. Про консалтинг, про готовые решения и то же самое. То есть мы начинаем управлять его поведением. Не просто он сам как-то ходит и в итоге, то есть как это классически работает. Даем рекламу на канал. И дальше есть вот сколько-то человек написали в личку. Вот она, эффективность канала. Нет! Она не так меряется. В смысле, да, она меряется так, но управляется она не так. То есть она управляется вот через вот эти вот пути, через поведенческие сценарии клиента. Соответственно, вот, допустим, интересная ветка – это маркетолог. К вам на сайт, вот в том примере, который я рассказывал, да, с чего я начал, приходит 200 человек, и часть из них может быть вообще не ваша целевая аудитория. То есть мы, допустим, продаем услуги в первую очередь для бизнеса, но маркетологи тоже интересуются конкурентами и что-то смотрят. Они тоже к нам приходят, интересуются, как мы работаем, и как бы мы тоже можем начинать для них что-то делать, создавать отдельный канал и постепенно создать для них какие-то продукты. То есть мы также потратили деньги на рекламу, на часть людей, которые не являются нашей целевой аудиторией, так и соберем их отдельно, да, пускай они пока лежат определенным ресурсом, туда тоже будем копировать какую-то инфу, да, а потом создадим продукт и тоже им будем что-нибудь продавать. Супер, супер. То есть мы возвращаем инвестиции, вложенные в рекламу. Поехали дальше. Кажется, что, классно, как бы телеграм-канал, здесь много путей, там куда, как кого направить. Это работает везде, в каждом канале. Например, сценарий профи. То есть есть такая площадка, где заказчики размещают задания, ищут специалистов. И вот как там работает. И мы тоже платим за это деньги, чтобы общаться с вами, с клиентами, с заказчиками.
Вот. Мы оставляем отклик, платим за это деньги, отправляем какое-то сообщение на задание, которое там размещено. И дальше есть какие варианты. Либо клиент, заказчик вступает в переписку. Вот. Эта переписка разветвляется вот так. Дал контакт, класс, все, лид, да. Не дал, значит, у нас не было интереса в нем или у него в нас в итоге, ну, то есть не сошлись, ну, неинтересно, да, окей, тоже ветка. Ну, вот. Либо он замолчал. Соответственно, может быть, он сразу дал, а может быть, он молчит. Короче, я о чем хочу сказать. О том, что мы очень долго работали на базе вот этих двух сценариев. А вот этим вот, кто не ответил, ну, значит, мы как-то не так ответили. Ну, то есть не попали в его потребность. Вот, и это ему неинтересно, он передумал. Вот, но потом мы начали работать над вот этой вот веткой, и сначала это не дало результатов. Потом мы поменяли сообщение. Ну, то есть, как это работало? Мы откликаемся на задание, человек прочитал, но молчит, ничего нам не ответил. Вот потом мы начинаем его как-то пушить. Да, почему вы молчите? Ответьте, пожалуйста. Ну, как бы почти не отвечали. Потом второй итерации мы там что-то сделали, какое-то сообщение более осмысленно написали. И тоже особо не дало. А потом третьей итерации мы сделали еще одно сообщение, и оно начало работать настолько, что у нас начали давать дополнительные контакты, и суммарно количество контактов, лидов, стало на 20% больше. То есть мы просто проработали еще один поведенческий сценарий клиентов. Вот, и, соответственно, просто дополучили еще плюс 20%. Мы те же самые деньги тратим на то же количество откликов, но теперь лидов у нас становится на 20% больше. Соответственно, над чем мы еще сейчас можем поработать, над тем, какое сообщение мы изначально отправляем. У нас и так оно уже более-менее отработано, но мы уже можем усиливать. Да? Мы сразу можем загонять этих потенциальных клиентов в какую-нибудь воронку. То есть, например, в этом сообщении сразу говорить о том, что... Ну, то есть, давайте, в принципе, то, что мы и так даем, плюс докинуть туда какие-нибудь ссылочки на YouTube-канал, на Telegram-канал. Вот смотрите, как увеличить прибыль в компании за счет проработки поведенческих сценариев клиентов. Да? Вот это вот видео загрузим на YouTube и тоже будем людям кидать. И как бы люди, которые, может, еще и сомневались, не оставили в итоге заявку, они тоже еще попадут в какую-нибудь воронку, например, вот сюда вот, да, которую мы только что рассмотрели. И здесь догреется и станет клиентом. Переходим на, допустим, сценарии YouTube, сценарии поведенческие в YouTube. То есть там, в принципе, если мы говорим про органику, не про внешнюю рекламу, которая идет на YouTube, а про органику. Значит, человек как попал? Либо на Shorts, и там у него есть варианты из шортса посмотреть и следующий, ну, типа просто пролистнуть. Ну, как бы я здесь отказы в принципе не прописывал, да, во всех этих картах. Вот. Либо же, если он пойдет изучать нашу компанию, то какие есть варианты? Посмотрел связанное с ним видео. Либо перешел в описание читать, либо перешел на канал. Вот. Если через длинное видео клиент пришел, ну, посетитель, то он может перейти в шортс, он может перейти в другое длинное видео, он может перейти в описание. В описании, что мы можем, как на него повлиять, это он переходит в Telegram-бот, да, там за лид-магнитом, там, допустим, тест предпринимателей у нас есть на некоторых видео такое, и дальше он опять же попадает вот сюда, догревается, да, и так далее. Ну, может быть, кстати, уже из YouTube написать сразу в WhatsApp. Вот, соответственно, когда переходит на канал, и здесь это схожие ветки, поэтому здесь имеет смысл отдельно их прописать. Перешел на канал. Там, когда в канал человек перешел, он смотрит длинное видео, либо шорты, либо смотрит описание канала. Вот, и также там есть ссылочки, и там он может опять же перейти там, в Telegram-канал, там догреваться. Вот, ну, либо же просто подписаться на YouTube, да, и постепенно опять же прогреваться. Лид-магниты, сайт. Вот она, классика, да. Вот многие работают над этим. Дали рекламу на сайт, и ждем заявки. Вот. И работаем над этим. Но, как бы, поработайте над теми, кто пришел почитать информацию, дайте им лид-магниты, дайте им разные офферы, отправьте их прогреваться в контентную воронку, в бот, там, еще во что-нибудь и так далее и тому подобное. Ну, опять же, те, кто переходит в WhatsApp, что с ними дальше происходит. То же самое работает и с менеджерами по продажам. То есть, если вы получили лида, вы... что с ним можете делать. То есть, понятное дело, что у вас может быть продуктовая линейка. Вы ее можете расширять, вы ее можете менять, вы можете опрашивать клиентов, что им интересно. Вот. Если вы отказываете, потому что вы не можете оказать услуги, то вы можете таких клиентов передавать партнерам. Найти партнеров, которые оказывают такие услуги за те там, условия, за которые согласен именно этот клиент. И возвращать еще какой-нибудь кэшбэк оттуда. Они тоже будут довольны. Еще классный метод, как можно усиливать конверсию в продаже. То есть, есть, допустим, лид, с которым пообщался менеджер положил трубку, и клиент уходит в свободное плавание. Он думает, классика, да?
Значит, он там думает, и, по сути, его атакуют конкуренты, и время, которое он мог бы выделить на процесс принятия решения, занимают, ну, часть заняли вы, а часть заняли конкуренты. И он выбирает. Займите все его время, пусть у него не останется времени на конкурентов, и он станет тогда точно ваш. О чем я говорю? Когда менеджер на первом звонке с ним пообщался, пусть он выяснит их какие-то потребности и докинет им полезного контента, который им ответит на их вопросы, которые их тревожат, интересуют и так далее. И пусть он свое время, которое он мог бы уделить конкурентам, уделит тому, что он доразберется в вопросе и в итоге остановит свой выбор только на вас. Вот так это можно делать. Ну и поехали в юнит-экономику, да, посмотрим на циферки. Как это все может работать и почему это работает. Я не стал создавать новую табличку под это видео, я просто взял табличку из другого видео, где я рассказываю про маркетинг для агентства недвижимости. Вот, поэтому просто можете пока смотреть это как на какие-то цифры. Вы свои цифры можете создать, прописать и с ними поиграться. Здесь для понимания этого будет достаточно. Значит, бюджет 300 тысяч рублей в месяц. Вот столько кликов, допустим, он дает. Стоимость перехода такая, конверсия сайта 4%, лидов 35%, конверсия отдел продаж 4%, продаж 1,4%, средний чек 30 миллионов, агентство комиссия такая, доход такой, прибыль такая. Вот, поехали. Значит, прорабатываем поведенческие сценарии клиентов, добавили дополнительные офферы. И у нас в этой вот истории, давайте я ее скопирую, допустим, поменялась конверсия сайта, стала 4,5%. У нас уже увеличилась прибыль. 1,4 было, 1,6 стало. Дальше. Добавили лид-магниты. Было 4,5, стало 5%. Это не в чистом виде как бы конверсия сайта, да, но по сути это все равно лиды, которые пришли с той рекламы. Вот. И если их сюда досчитать, то это становится 5%, и вам реклама все та же самая дает еще больше прибыли. Соответственно, дальше добавили телеграм-канал, начали программировать через телеграм-канал, добавили контент-менеджерам, да, которые работают и отдают материалы вашим клиентам. Клиенты догреваются. Здесь там поставили там 5% стала конверсия отдела продаж. Я в начале видео рассказал про 10%, да, я просто взял какой-то средний по рынку, а здесь вот табличка у меня 4 стояла, да, я не люблю там делать там какие-то безумные там скачки, да, под них должно что-то сложиться в бизнесе, чтобы так случилось. Вот, поэтому я все-таки поближе к реальности, да, ну вот 5% поставил. Разработали продуктовую линейку, стали чаще продавать, там еще какие-то продукты. Здесь не факт, что нужно писать именно как в конверсию что-то, да, потому что там средний чек уже может быть другой, если это другой продукт. Но так или иначе, прибыль здесь дополнительная ветка появляется, да, что здесь помимо вот этих 5% еще появился 1% тех, кто купил там, я не знаю, что-то за 100 тысяч рублей. Вот. И у вас там к этой прибыли добавилось вот еще 100 тысяч рублей. Понимаете, о чем я сейчас, чтобы не затягивать время, не прописываю все в деталях. Ну и так далее. Там допродукты, апсейлы, даунсейлы, там партнерские программы и так далее и тому подобное. В итоге, если у вас бизнес, в котором сейчас и так все работает, то есть юнит-экономика сходится с прибылью, и у вас не проработаны поведенческие стратегии клиентов, то вы счастливчик. Начинаете над этим работать, и достаточно быстро у вас распакуется невидимый кусок бизнеса, да, который вам тоже может давать прибыль. Хотите это сделать вместе с нами, оставляйте заявку. Ну а в целом всем, кто посмотрел это видео, спасибо. Подписывайтесь на канал, будет много еще чего интересного. И успехов вам, роста. Пока-пока.